Привет, друзья! На сегодняшний день в Германии и Европе продолжают происходить громкие события. Ангела Меркель неожиданно вернулась в публичное пространство и затронула самые острые вопросы миграции. В то же время министр обороны Борис Писториус сообщил о серьезном инциденте с российским самолетом над фрегатом Бундесвера. Не менее важная новость пришла из Дании. Там дроны-разведчики нарушили работу сразу нескольких аэропортов и военной баз. А канцлер Фридрих Мерц объявил, что лично возьмется за реформу системы Бюргергельд, вызывая ожесточенные споры в правительстве. И это еще не все. Вице-канцлер Ларс Клинбаль и министр экономики Катарина Райхи готовят программу масштабной экономии, которая может затронуть будущее технологий, рабочих мест и социальную сферу. Германия стоит на переломном этапе. Обо всем этом прямо сейчас. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить самые важные последние новости Европы и Германии. Итак, в берлинском Адмиралс Паласе экс-канцлер Ангела Меркель дала невероятное редкое публичное заявление, касающееся ее миграционной политики 2015 года. В ходе выступления она сказала, цитата: «Если кому-то это поможет, то берите меня в ответственное», тем самым беря на себя вину за решение, которое вызывает широкую критику. Меркель вновь подняла тему своих решений в момент, когда в Германии растет поддержка партии «Альтернатива для Германии» АДГ. Она акцентировала, что крайне важно, чтобы партийный союз дистанцировался от идеи и риторики «Альтернативы для Германии», чтобы не допустить дальнейшего сдвига вправо в политическом спектре. Кроме того, она не обошла молчанием текущую политику действующего канцлера Фридриха Мерца, критикуя его подходы. По словам Ангелы Меркель, некоторые шаги нынешнего правительства повторяют ошибки прежних лет, особенно в отношении границ и миграционной политики. Таким образом, это выступление Ангелы Меркель не просто ретроспектива, а сигнал ее политического присутствия. Она готова брать ответственность за свое прошлое и активно вмешиваться в текущую дискуссию по миграции и позиционированию центристских партий в Германии. И еще одна важная новость, которая привлекает внимание. Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил в Бундестаге о новом инциденте. Российский военный самолет в воздушном пространстве Балтики дважды пролетел над германским фрегатом «Гамбург», который участвует в маневрах НАТО «Нептун Страйк». По сведениям министра, оба пролета состоялись на очень малой высоте, ниже 100 метров, и российские пилоты не отвечали на радиозапросы. Писториус охарактеризовал эти действия как демонстративные и заявил, что Россия таким образом проверяет границы НАТО, анализируя структуру обороны союзников. По его словам, подобные полетные маневры вписываются в серию инцидентов вместе с проникновением российских дронов и боевых самолетов в воздушное пространство Польши и Эстонии. Министр Писториус также отметил, на следующий год планируется значительное увеличение оборонного бюджета Германии порядка, внимания, 82,7 миллиарда евро в регулярной статье, а также средства из специального фонда в размере 25,5 миллиардов евро. Ситуация остается серьезной. Берлин подчеркивает, такие перелеты нельзя оставлять без внимания. Европейские союзники и НАТО рассматривают их как сигнал необходимости дальнейшего укрепления обороны восточного фланга. И это еще не все. Ночью над 4 датскими аэропортами и военным аэродромом был зафиксирован новые дроны-разведчики. Непосланные беспилотники кружили над аэропортами Алборг, Эсберг, Сёндерборг и над военной базой в Скринструпе, где, кстати, размещены истребители F-16 и F-35. Аэропорт Алборг был временно закрыт, воздушное пространство над ним не работало несколько часов. Полицейский инспектор Северной Ютландии сообщил, что попытки сбить дроны не предпринимались. По его словам, сделать это было небезопасно. При этом угроза безопасности пассажиров или жителей не зафиксирована. Инцидент произошел всего через 2 дня после того, как из-за аналогичного дронного инцидента был закрыт аэропорт столицы страны Копенгагена. После первого случая датские власти заявили о сильнейшем вмешательстве в работу критической инфраструктуры страны. Глава датской полиции отметил, что в способе полета дрона прослеживался схожий шаблон. Они летели с включенным светом, были хорошо видны с земли. Правительство рассматривает возможность, что эти действия – часть целенаправленной кампании. Премьер-министр Меди Фредериксон ранее уже называла первый случай атакой на инфраструктуру. Следственные органы Дании проводят совместные с военными и спецслужбами расследования, чтобы установить происхождение дронов и причастных. Таким образом, вновь над датским воздушным пространством появились беспилотники, в этот раз над аэропортом и военным объектом. Власти заявляют об отсутствии угрозы, но ситуацию оценивают как значимый вызов национальной безопасности.
А далее очень интересная новость, на которую стоит обратить внимание. Канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что реформу системы Бюргергельд, социальная поддержка, он будет вести лично, сверху вниз. По его словам, разработка законопроекта не будет делом Министерства труда, а перейдет в руководство партии коалиции ХДС, ХСС и СДПГ. Мерц выступил с таким заявлением на встрече с ведущими представителями химической промышленности в Берлине, подчеркнув, цитата, «Я не оставлю это Министерству труда или чиновникам», и уточнил, что сначала коалиционные руководители должны согласовать политическую форму реформы, вплоть до юридических формулировок, прежде чем подключать бюрократию. По его словам, нынешняя система обременяет бюджет на сумму около 50 миллиардов евро, и реформу он видит не только как способ сэкономить, но и как сигнал населению. Работать должно быть выгоднее, чем зависеть от пособий. Между тем, министр труда и лидер фракции СДПГ Бербельбас ранее уже заявлял о намерении усилить санкции против тех, кто уклоняется от обязанностей, и реформировать систему поддержки с учетом этих случаев. Критики предупреждают, такой верхний подход может усилить конфликты между политическими силами и снизить саму гибкость системы. Однако Мерц уверен, если документально зафиксировать ключевые решения на ранней стадии, будет трудно что-то изменить впоследствии. Реформа Бюргергельд превращается в лично политическое дело канцлера. Мерц намерен ее вести напрямую, минуя отраслевые ведомства, с тем, чтобы с самого начала задать курс и закрепить ключевые положения на уровне коалиционного руководства. А дальше еще интереснее. В ходе дебатов в Бундестаге вице-канцлер и министр финансов Ларс Клинболь призвал граждан готовиться к смелым и частично неудобным решениям. Он отметил, что правительство должно одновременно инвестировать в будущее страны и проводить серьезный курс экономии. Клинболь заявил, что Германия находится в состоянии структурного дисбаланса в госфинансах и подчеркнул, что если не будет найден выход, под угрозой окажется благосостояние, безопасность и социальное единство страны. Он отверг критику оппозиции по поводу проекта бюджета, указав, что средства из специального фонда не направляются на закрытие дырок бюджета, а на модернизацию, то, что годами забрасывали. Особенно приоритетная инфраструктура, дороги, школы, больницы и транспорт. По расчетам министерства, на следующий год будет инвестировано, внимание, около 126,7 миллиарда евро из ядра самого бюджета и дополнительных фондов. Клинболь призвал депутатов сохранить оптимизм и не поддаваться пессимизму, говоря, цитата, «работать нужно с уверенностью, а не с плохим настроением». Итак, Германия стоит перед серьезными испытаниями комбинировать масштабные инвестиции и жесткий режим экономии. Министр финансов предупреждает, говорить просто легко, действовать трудно, но выбора у правительства нет. И это еще не все. В продолжение предыдущей новости министр экономики Германии Катарина Райхе, фракция ХДС, готовит серьезную также экономию. По внутренним документам ее ведомство до 2029 года собирается урезать почти 17% бюджета, особенно под ударом сферы инноваций, новой мобильности, а также исследований и разработок. Согласно плану, статьи расходов связаны с поддержкой компаний в области высоких технологий и развитием завтрашних отраслей должны сократиться на около 12%. Так называемая программа «Индустрия 4.0» может быть откорректирована с 83 миллионов до менее чем 6 миллионов евро уже к 2027 году. Наряду с этим Райхе намерена урезать субсидии предприятиям на исследования и технологии. Оппоненты уже предупреждают, заметное сокращение именно в будущих секторах могут ослабить конкурентоспособность страны, особенно на фоне глобального технологического соперничества. Министерство оправдывает эти шаги общей необходимостью сбалансировать бюджет. Как я сказал, министр финансов Ларс Клинболь ранее призвал все ведомства предлагать, где можно сделать сбережения из-за дефицита десятков миллиардов евро в ближайшие годы. Таким образом, на фоне бюджетного давления экономическое ведомство переход к планам жесткой экономии именно там, где государство должно быть инноватором, намерены урезать расходы. Следует проследить, как это скажется на развитии высоких технологий и конкурентной позиции Германии в мире. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.